Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я хочу вам показать очень простой вариант сделать тюльпаны. Тюльпаны мы с вами будем делать вот такие. Над серединкой, конечно, можно было заморочиться, сделать ее посложнее, но я решила сделать очень быстро, так как считаю, что этими тюльпанами можно заполнять пустое пространство между цветами. Выглядит красиво, но в тот же самый момент делается очень быстро. В одном из следующих видео мы с вами обязательно соберем вот эту коробочку. Как сделать саму коробку, как сделать все цветы, все я вам покажу. Подсолнухи мы с вами уже делали, так что давайте сегодня приступим и сделаем с вами тюльпаны. Я буду использовать для работы 3 оттенка бумаги. Это 588, 17А8 и 17Е5. Вы же можете использовать те цвета бумаги, которые вам нравятся. Но мне просто безумно понравился этот бордовый оттенок бумаги, и я решила сделать свои тюльпанчики именно из него. Мне кажется, этот цвет очень хорошо сочетается с моими подсолнухами. Также я еще не знаю, что именно туда добавлю, но пока что мне нравится. Для одного цветочка нам понадобится 6 вот таких одинаковых лепестков. Берем отрезок размером 3 на 6 сантиметров. Но в принципе вы можете брать размер прямоугольника любой. От размера будет зависеть только общий размер вашего цветочка. Складываю заготовку вдвое и вырезаю форму лепестка. Сверху делаю круглый край, ну а снизу небольшую ножку. У нас получается каплевидная форма лепесточка. И желтая заготовка, это где-то 1,5-2 см на 5 см. Я ее складываю на 2 части и вырезаю форму листика. Схему я также на все лепестки оставлю в описании к этому видео, так что проходите и смотрите. А теперь обрабатываем сами лепестки нашего тюльпана. Я выгибаю немного посередине, немножко сверху и снизу я делаю не сильно выгнутый лепесток. Потом можно будет его подкорректировать немножко, но пока так слегка. И серединка. Знаете, на серединку меня натолкнули именно мои подсолнухи. У меня осталось пару лепестков, и мне так жалко было их выкидывать, что я подумала, почему бы не сделать с них тюльпаны. Мы прокручиваем лепесток сверху и просто растягиваем посередине. Сами листья для тюльпанов, они длинные, вы можете брать любой размер листа. Если вы будете применять свои цветочки в композиции, то в принципе их видно не будет, можно их туда и не делать. Но если вы будете делать отдельно букет именно из тюльпанов, то, конечно, длинные листья будут смотреться намного красивее. Теперь начинаем собирать наш цветочек. На нашу так называемую тычинку я наношу клей, вставляю проволоку и просто все хорошо приклеиваю. Нам нужно, чтобы верх нашего лепесточка был таким закрученным и неровным. Конечно, можно заморочиться, можно сделать у наших тюльпанов настоящую красивую серединку, но я думаю, это будет в одном из следующих видео, а пока я сделала такой более легкий вариант. Теперь начинаем приклеивать сами лепестки. Первым рядом мы приклеиваем 3 лепестка. Я наношу небольшую капельку клея снизу и приклеиваю. Затем приклеиваю точно так же еще 2 лепестка. Приклеиваю их по кругу. Получается так, что мы накладывать лепестки наши будем один на другой. Не наносите много клея для того, чтобы потом сверху у вас не был виден клей. Так как первые мои цветы я делала именно эту ошибку. И когда присматриваешься к серединке цветочка, видно снизу клей. Приклеили 3 наших лепестка. Приклеиваю все на одном уровне, чтобы у нас был красивый цветочек. И затем я приклеиваю наши еще 3 лепестка.
Приклеиваю я их между лепестками первого ряда. Точно так же приклеиваю на одном уровне. После того, как мы приклеили все наши лепестки, нам нужно затейпировать ножку. Я беру бумагу, отрезаю где-то сантиметр и начинаю обкручивать нашу ножку. Сначала наношу небольшое количество клея и начинаю все хорошенечко приклеивать и формировать именно сверху нашу ножку. Делаю ее более тонкой, для того, чтобы она была у нас красивая. Чашелистик я в цветочке не использую. Также вы можете приклеить сам лист к своему тюльпану, я же это делать не буду. По окончании своей работы вы можете повыгибать лепесточки и смотреть именно в том месте, где вам хочется их больше растянуть. Делаю чуть-чуть более раскрытым свой цветочек и буду вставлять свою композицию. Мне кажется, этот очень простой вариант создания тюльпанов поможет очень многим заполнить именно пустое пространство в букете. Для того, чтобы сделать сложные цветы, уходит очень много времени. Но эти тюльпаны очень простые, и если их подобрать к цвету букета, который у вас есть, вы сэкономите себе время, тем самым ваш букет будет очень красивым. Ну а если вам нравятся цветы, которые очень быстро и легко сделать, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!